Путин считает мясо, Байден извиняется перед Зеленским и новые правила для военнообязанных за границей. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Путин хвастается уменьшением уровня безработицы и тем, что работников просто не хватает, но не говорит почему. Где найти кадры? Расклад в Европарламенте, кто может сохранить свое кресло и что может там поменяться. Я думаю, что лидерство останется за двумя ключевыми фракциями. Венгрия снова блокирует начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Венгрия снова вспомнила 11 вопросов, зачитала 2 поправки к переговорным рамкам о добрососедских отношениях и национальных меньшинствах. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии, не забывайте подписываться на канал, это очень важно, и про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Поехали! Российские военные корабли прибывают на Кубу на следующей неделе. 3 корабля и 1 атомная подводная лодка, а также самолеты и личный состав. Все примут участие в учениях в Карибском бассейне. В Кубинском министерстве иностранных дел говорят, что корабли пробудут в Гаване с 12 по 17 июня и что на борту атомной субмарины не будет ядерного оружия. И вся эта группировка, цитирую, «не представляет угрозы для региона». Конец цитаты. Эти уточнения появились на сайте ведомства после того, как в Пентагоне заявили о том, что отслеживают российские военные корабли. Военные учения в Карибском бассейне и заход военных кораблей в порты Кубы совпадают с визитом Байдена на саммит лидеров G7 в Италии, который пройдет 13-15 июля. Эти учения, по мнению Пентагона, являются частью более широкого российского ответа на снятие ограничений для украинских ударов по территории РФ. МИД Кубы называют корабли, которые прибудут в Гавану. Это фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и буксир «Николай Чикер». Байден извинился перед Зеленским за задержку в поставках вооружений. Случилось это во время встречи после выступления во французском парламенте. Вы продолжаете бороться таким образом, что это просто восхищает, и мы не собираемся бросать вас. Я прошу прощения за те недели, когда мы не знали, что происходит с точки зрения финансирования, но мы наконец сделали это, и с тех пор я объявил о 6 значительных пакетах помощи, включая сегодняшний. Пакет помощи в $225 миллионов, который анонсировал Байден, будет включать БТР М113, 155-миллиметровые гаубицы, минометы, боеприпасы для «Хаймарс», артиллерийские боеприпасы 155 и 105-миллиметровые, ракеты для ЗРК среднего радиуса «Хоук», стингеры, джавелины, ТОУ, АТ-4, трейлеры для перевозки тяжелой техники, прибрежные и речные патрульные катера. Путин выступил на Петербургском экономическом форуме. Как всегда, наговорил много о том, что в России на самом деле все хорошо и дальше будет только лучше. Главное, экономические показатели, которые, по мнению Путина, действительно растут. Третье важнейшее структурное изменение, которого мы добиваемся, это новое качество рынка труда. Сегодня в России рекордно низкая безработица. В апреле она составила всего 2,6%. Что особенно важно, мы сократили ее так называемую структурную компоненту. То есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой. Еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу. А сейчас где найти кадры. А кадры все на войне, скорее всего. Видимо, безработица снизилась именно за счет них. Кстати, тут без комментариев. Мы создали современную мясную отрасль. Ее мощности за 15 лет выросли почти в 2 раза. Сегодня Россия занимает 4-е место в мире по производству мяса и увеличивает поставки этой продукции на внешние рынки. Что за форум, на который ежегодно, скорее всего, по привычке приезжает Путин? С началом широкомасштабного наступления на форум в Питере перестали приезжать гости из европейских компаний и государств, только друзья России. Был бенефис Путина и Миллера. Они вышли на трибуну и как 2 клоуна
объявили новую экономическую реальность. В соответствии с этой реальностью они сказали, что эпоха денег закончена. Деньги уже никому не нужны. Не нужны, они сказали, американцам ваши доллары, европейцам ваши евро. Сейчас бал будет править ресурсы. То есть кто владеет большими ресурсами, тот владеет миром. Это они абсолютно открыто говорили. И там же заявили, что ресурсами больше всего владеет Раша, нефтью и газом. И теперь мы будем диктовать миру и Европе, что делать, как делать. И там же Путин объявил, да, ну вот этот маленький идиот, что все, мы заканчиваем поставки газа в Европу. Мы решили, нам ваши евро не нужны, мы газ больше в Европу поставлять не будем. В Евросоюзе продолжаются выборы в парламент. Начались теперь они и в Чехии, там проголосовал президент страны. Пока без особых происшествий, они проходят без срывов и провокаций. Но еще не конец истории, дождемся последнего дня голосования. Выборы, вероятно, не важны для значительной части граждан, потому что явка обычно ниже, чем на наших выборах, потому что мы считаем наши выборы более важными. Однако, когда мы рассматриваем основные проблемы, которые возникают сегодня на европейских выборах, такие как нелегальная миграция, например, состояние окружающей среды, связанное с зеленой трансформацией, например, конкурентоспособность наших экономик, все это вопросы, которые затрагивают всех нас лично, и поэтому, вероятно, важно, чтобы мы не позволяли другим решать за нас. Ну, прежде всего, он должен реагировать на нужды людей, потому что граждане в европейских странах не всегда чувствуют, что Брюссель говорит и говорит за них. Именно поэтому важно, что они избирали людей, которые будут говорить от их имени. Действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что верит в то, что так и останется на своей должности на второй срок. Говорит, убеждена, что имеет поддержку других лидеров. Но эти выборы на самом деле политически проходят более напряженно. О вероятной расстановке сил после выборов поговорили с Богданом Ференцем, основателем общественной организации «Социал-демократическая платформа». Я думаю, что лидерство останется за двумя ключевыми фракциями. Это христианские демократы, так называемая партия ЕПП, Европейская народная партия, и социал-демократами. Возможно, у них будет меньше представителей в этом составе Европарламента, но они будут как бы двумя ключевыми политическими силами, которые будут и дальше координировать направление европейской политики. Но принимать те или иные решения, я думаю, будет уже сложнее, потому что действительно, например, Италия, Франция, Голландия, скандинавские страны, некоторые Швеция, там, я думаю, будет также возрастание представителей правых политических сил в Европейском парламенте. А они, как правило, выступают против ЕС как объединения. Вот в чем как бы вся проблема. Представители стран-членов ЕС не смогли утвердить предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Союз. С возражениями выступила, конечно же, Венгрия, а решение должно быть принято единогласно. Обсуждение продолжится на следующей неделе. Интерфакс Украина, ссылаясь на неназванного европейского дипломата, пишет, что венгерская делегация говорила то же самое, что и обычно. Венгрия снова вспомнила 11 вопросов, зачитала 2 поправки к переговорным рамкам о добрососедских отношениях и национальных меньшинствах, упомянув, что нам также нужно продвигаться вперед с Сербией и Албанией. Остальные из нас, участвующие в дебатах, все, кроме Венгрии, громко и ясно поддерживают оценку комиссии и отвергли внесение новых требований. Мы все вступаем за то, чтобы провести межправительственную конференцию уже 25 июня. Собеседники Интерфакса считают, что ЕС может пойти на компромисс с Будапештом и дать зеленый свет и Украине с Молдовой, и странам Западных Балкан. В Украине разрешили встать на учет в ТЦК дистанционно. Для тех, кто покинул страну и живет за ее пределами, эту процедуру упростили. Норма распространяется на военнообязанных, которые более 3 месяцев не проживают в Украине и которые были сняты с учета. Теперь можно не ехать в Украину, чтобы встать на него.
Масштабный взрыв в Баташане в Румынии, там в строительном супермаркете взорвался газ. На момент происшествия в магазине находилось более 100 человек, покупателей и сотрудников. В результате взрыва пострадали 15, 4 из них серьезно ранены. Я хочу напомнить вам, друзья, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты и то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», тем самым поддерживая нас, позволяют создавать новые и новые видео. Спасибо вам за это. Давайте развиваться вместе с вами. Ну и не прекращаем ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, если вдруг вы этого еще не сделали. На этом у меня все. До встречи. Хороших вам новостей.